Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот енотика по имени Филя. Такой енотик получается ростом 25 сантиметров. Расход пряжи на него небольшой. Используются три цвета: темно-фиолетовый, белый и основной сиреневый. На этом енотике я использовала. У меня ушло меньше одного мотка. Далее детали. Ножки, ручки и хвостик, они вязаны по ходу вязания. Все детальки, которые находятся на голове, они у нас все пришиты. Мордочка, треугольнички под глазки и ушки. Итак, для вязания такого енотика нам понадобится плюшевая пряжа трех цветов. Это основной цвет. На этот раз я выбрала вот такой вот цвет под номером 80334. А у этого вот енотика я использовала сиреневый цвет. Это под номером 80305. Далее темно-фиолетовый. Это будет под номером 80328. На новом енотике я тоже буду его использовать. Вот дополнительный цвет фиолетовый и еще дополнительный цвет белый нам понадобится. Он у нас под номером 80301. Далее нам понадобится основной крючок. У меня это крючок номер 5. Вы же подбираете под свой способ вязания, если вяжете галочкой или крестиком. Я об этом подробно рассказываю в моем коротком видео о двух способах вязания. Ссылочку я оставлю под этим видео, и поэтому перед вязанием рекомендую его обязательно посмотреть, так как это может влиять потом на размер игрушки. Далее нам понадобится вспомогательный крючок. У меня это 2,5. Также понадобится крючок 3,5, меньшего размера, чем основной. Это для обвязки края вот этих вот треугольничков. Далее нам понадобятся ножнички, маркер для отметки рядов, швейная игла, швейная нить. Ею мы будем пришивать мордочку, треугольнички под глазки, ушки. И также иглой и неплюшевой пряжей черного цвета мы будем вышивать реснички и ротик. Далее нам понадобятся глазки. Глазки я использовала размер 12 миллиметров. Так, вот такие вот блестящие. Такой вот блестящий вставочкой. 12 миллиметров на безопасном креплении. Так, где-то мои заглушечки не здесь. Ладно, заглушки я потом достану. Итак, и еще нам понадобится носик. В роли носика я использовала тоже глазки. Один глазик черного цвета. Это размер 10 миллиметров. Вот такой вот просто черненький. Тоже на безопасном креплении. И нам понадобится наполнитель. Итак, давайте с вами приступим к вязанию. Начнем наше вязание с вязания ручек. Берем плюшевую пряжу темно-фиолетового цвета и основной крючок. Далее набираем 2 воздушные петли. 1 и 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В следующем ряду делаем прибавки. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
То есть провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Далее можно отметить ряд маркером. И следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Далее вот этот вот хвостик желательно закрепить его, зафиксировать на любой вот из стеночек любой подходящей петли, потому что в процессе игры с игрушкой вот эта вот ниточка бывает, что она выскакивает через вот эту вот тут серединную дырочку. Итак, далее вяжем 2 столбика без накида, 1, 2. Далее вяжем одну убавочку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. И такую комбинацию повторим еще 2 раза. Итоговое количество петель у нас должно получиться 9. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд вяжем без изменения 9 столбиков без накида. Последний 9 столбик, не довязываем его до конца, на нем мы будем менять цвет пряжи на основной. Так, вот он 9, не довязываем его, берем пряжу основного цвета и присоединяем к вязанию довязыванием столбика без накида 9. Далее отмечаем новый ряд и следующие 8 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 9 столбиков без накида. Сейчас вот этот первый ряд из 8 довяжем и отрежем ниточку фиолетовую и завяжем хвостики на узелочке. Все, и можем спрятать вовнутрь вязания. Отмечаем новый ряд и еще нам осталось провязать 7 рядов без изменения. В каждом ряду по 9 столбиков без накида. Провязала еще пару рядов и вспомнила про наполнитель. Наполняем ручку средней плотности. Наполним средней плотности вот эту вот нижнюю часть темно-фиолетового цвета, а дальше та, которая основного цвета идет, ее уже менее плотно будем наполнять. А там, где уже ближе к предплечью, то там уже вообще не будет наполнителя, чтобы ручки плотно прилегали к туловищу.
И так по ходу вязания наполняем наполнителем. Итак, провязали. Маркер можно уже снять, он нам не понадобится. Ручка наполнена не до конца. Вот эта вот часть, вот она вот будет пустая. Итак, складываем пополам и провязываем за оба вот этих вот получившихся ряда. Провязываем их вместе 4 столбиками без накида. 2, 3 и последний столбик я провяжу крючком меньшего размера, чтобы он был менее таким вот выпуклым. Итак, провязали, протягиваем ниточку, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик, и этот хвостик мы прячем вовнутрь ручки. Итак, ниточку спрятали вовнутрь ручки, и наша первая ручка готова. Вторую ручку вяжем точно так же. Далее будем с вами вязать ножки. Берем плюшевую пряжу фиолетового цвета и основной крючок. Набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Далее в последнюю петлю мы провязываем 3 столбика без накида. Итак, 1 столбик без накида. В ту же петлю второй столбик без накида, и в ту же петлю провязываем третий столбик без накида. И получается теперь по второй стороне цепочки провяжем то же самое. Сначала вяжем 5 столбиков без накида. Провязали 5 столбиков без накида, и вот в последнюю петлю, вот в эту вот стеночку от, получается, 7 петли цепочки провязываем 3 столбика без накида. Первый столбик, второй столбик без накида и туда же третий столбик без накида. Далее здесь можно отметить новый ряд и вяжем. Теперь уже получается за обе стеночки каждой петли вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Далее вяжем 3 прибавочки подряд. Провязываем по 2 столбика без накида в одну петлю. Сделали одну прибавку. В следующую петлю вяжем вторую прибавку. И в следующую петлю вяжем третью прибавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2,
3, 4, 5 и 6. Далее вяжем одну прибавочку и вяжем столбик без накида. Отмечаем новый ряд. В этом ряду у нас должно получиться 20 петель. Следующий ряд вяжем 20 столбиков без накида за заднюю стеночку каждой петли. Провязали, новый ряд отметили, и следующие два ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 20 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну убавочку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Далее 1 столбик без накида. Вяжем вторую убавочку. 1 столбик без накида. И вяжем третью убавочку. И до конца ряда вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Отмечаем новый ряд. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну убавку. Вяжем 1 столбик без накида. Вяжем одну убавочку. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем одну убавочку. И 1 столбик без накида. Отмечаем новый ряд. На этом этапе можно наполнить ножку наполнителем. Ножку можно наполнить чуть плотнее, чем ручки. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вяжем одну убавку. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем одну убавку. И до конца ряда
Вяжем 6 столбиков без накида. Четыре, 5 и 6. Следующие 2 ряда будем вязать с вами без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Итак, провязали 2 ряда без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Во втором ряду последний 12 столбик без накида. Не довязываем его до конца. На нем мы будем менять цвет пряжи на основной. Берем пряжу основного цвета и довязываем столбик без накида. Далее новый ряд у меня уже отмечен. И далее мы будем с вами вязать 5 рядов без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. И здесь точно так же один ряд провяжете, дойдете до этого хвостика, фиолетовую пряжу отрезаем, завязываем на узелочки и прячем вовнутрь вязания. И ножку по ходу вязания наполняем наполнителем. Итак, 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Итак, провязали, наполнителем наполнили. Принцип наполнения точно такой же, как и ручки. Ближе к этому вот краю наполнителя у нас не будет. Итак, далее вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавочка. Такую комбинацию повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Провязали. Далее провяжем 1 столбик без накида. Маркер убираем, он нам уже не нужен. Складываем наше вязание пополам и провязываем вместе 3 столбиками без накида. 1, 2. И вот здесь у нас в конце остаются 3 петли. Мы их все вместе провяжем. Беру крючок меньшего размера. Сначала подхватываю вот эти 2 петли, которые друг против друга расположены, и вот эту вот крайнюю одну я захватываю нить, заводя крючок сверху, вот так вот петлю вывожу нить, и вот на крючке у меня 3 петли, я провязываю их все вместе, протягиваю ниточку и отрезаю ее, оставляя небольшой хвостик. И хвостик прячем вовнутрь ножки. Итак, одна ножка у нас готова. Вторую ножку вяжем точно так же. Далее будем вязать с вами хвостик. Для начала берем плюшевую пряжу фиолетового цвета и основной крючок. Набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Далее вяжем прибавочки
Делаем 3 прибавки, в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали. Следующий ряд вяжем без изменения 6 столбиков без накида. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавочка. Так повторим еще 2 раза. И итоговое количество петель у нас должно получиться 9. Провязали. Следующий ряд вяжем без изменения 9 столбиков без накида. Далее вяжем 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. Такую комбинацию повторяем еще 2 раза. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Следующий ряд вяжем без изменения 12 столбиков без накида. 3, 4, 5 и 12. В следующем ряду вяжем так. Вяжем 3 столбика без накида. 2, 3 плюс 1 прибавочка. Такую комбинацию повторим еще 2 раза. Итоговое количество петель у нас должно получиться 15. Далее вяжем 15 столбиков без накида, то есть один ряд мы вяжем без изменения. И 15 столбик без накида, не довязываем его до конца, на нем будем менять цвет пряжи. Итак, 15 столбик не довязываем до конца, берем пряжу основного цвета и довязываем этот столбик без накида. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И вот что еще хотела сказать. В процессе вязания всего хвостика вот фиолетовую пряжу я вообще не отрезаю. Вот просто ее передвигаю вот по рядам и все. А вот уже дополнительно белую и сиреневую пряжу я ее отрезала и их завязывала между собой на узелочке. Вот, а вы там смотрите, как вам удобнее. Можете тоже отрезать и тоже завязывать на узелочке, либо делать так, как я. Итак, провязали 4 столбика без накида, вяжем одну прибавку. Так повторим еще 2 раза. И итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Последнюю прибавочку не довязываем до конца. Берем пряжу белого цвета. И довязываем эту последнюю прибавочку, последний столбик прибавки. И далее вяжем один ряд без изменения, 18 столбиков без накида. Провязали. От пряжу основного цвета я отрезала и завязала на узелочке с белым хвостиком. Прячу вовнутрь вязания и продолжаем. Так, в следующем ряду вяжем
5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 плюс 1 прибавочка. Так повторим еще 2 раза. И итоговое количество петель у нас должно получиться 21. Провязали, и в этом ряду также последнюю прибавку не довязываем до конца. Переходим к фиолетовому цвету и довязываем здесь вот так вот, чтобы фиолетовая пряжа, она была так хорошо натянута, чтобы и не сильно, чтобы не стягивалось вязание, и чтобы слабо не было. Итак, довязали прибавочку и продолжаем наше вязание. Далее будем вязать 4 ряда без изменения. В каждом ряду по 21 столбик без накида. Итак, все 4 ряда без изменения вяжем фиолетовой пряжей. Провязали. Последний столбик 4-го ряда не довязываем до конца. На нем будем менять цвет пряжи на основной. Довязываем столбик. И далее один ряд основным цветом вяжем без изменения 21 столбик без накида. Последний столбик не довязываем до конца. Берем пряжу белого цвета и довяжем этот столбик. Далее 2 ряда вяжем белым цветом без изменения. В каждом ряду по 21 столбик без накида. Провязали. Последний столбик 2-го ряда не довязываем до конца. На нем меняем цвет пряжи на темно-фиолетовый. Довязываем до конца. И следующие 4 ряда вяжем темно-фиолетовым цветом без изменения. В каждом ряду по 21 столбик без накида. Провязали. Последний столбик не довязываем до конца. Берем пряжу основного цвета и довязываем этот столбик без накида. Провязали. И далее вяжем основным цветом 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и вяжем одну убавку. Такую комбинацию повторим еще 2 раза. И итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали. На этом этапе можем наполнить хвостик наполнителем. Наполняем хвостик неплотно. Он у нас должен получиться пухленьким, мягеньким и легеньким. Продолжаем наше вязание. Так, я распущу вот этот вот последний столбик. То есть вот тут мы делали убавочку, ее мы не довяжем. Так как на ней будем менять цвет пряжи на белый. Итак, довязываем
белым цветом. Маркер, в принципе, не нужен. И далее следующий ряд вяжем без изменения. Получается у нас в этом ряду 18 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд продолжаем вязать белой пряжи. Вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4, плюс 1 убавочка. Повторим так еще 2 раза. И итоговое количество петель у нас должно получиться 15. И последний столбик, последнюю убавочку не довязываем до конца. На ней мы будем менять цвет пряжи. Итак, переходим к пряже фиолетового цвета, темно-фиолетового. Довязываем последнюю убавочку в белом ряду. И следующий ряд вяжем без изменения. Пятнадцать столбиков без накида. Провязали. Далее продолжаем вязать темно-фиолетовой пряжей. Вяжем 3 столбика без накида. 2, 3, плюс 1 убавочка. Повторим так еще 2 раза. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Далее вяжем один ряд без изменения. Также вяжем, продолжаем темно-фиолетовой пряжи. 12 столбиков без накида. Провязали. Дозаполним наполнителем. Продолжаем вязание. Продолжаем вязать темно-фиолетовой пряжи. И в следующем ряду мы вяжем 2 столбика без накида. Плюс 1 убавочка. Повторим так до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 9. Последнюю убавочку, не довязываем ее до конца. На ней будем менять цвет пряжи на основной. Итак, последнюю убавочку не довязали до конца. Берем пряжу основного цвета. Довязываем ее. И следующий ряд вяжем без изменения 9 столбиков без накида. Провязали, темно-фиолетовую пряжу отрезали, завязали на узелочки и прячем вовнутрь вязания. Далее складываем так. Сейчас посмотрю, нужно ли тут один столбик провязать. Не помню, я там провязывала, нет. В тетради себе этого не записала. Да, давайте провяжем один столбик без накида. И складываем пополам. И вот эти полученные 2 ряда провязываем вместе 4 столбиками без накида. Третий столбик без накида. И
и 4. Провяжу крючком меньшего размера. Провязали, протягиваем ниточку, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик мы прячем вовнутрь вот этого хвостика. Ну, вот такой вот хвостик у нас с вами получился. Вот. Мне очень нравятся вот эти вот переходы в цветах. Красиво смотрится, гармонично. Итак, далее продолжаем наше вязание. Сейчас мы с вами свяжем мордочку. Берем плюшевую пряжу белого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 6. В следующем ряду делаем 6 прибавочек, то есть провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали. Далее делаем соединительную петлю, протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Итак, мордочка енотика готова. Далее будем с вами вязать треугольнички под глаза. Берем пряжу темно-фиолетового цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1 и 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика без накида. 1 и 2. Далее вяжем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание, перекидывая рабочую нить вот так вот сверху. Далее вяжем одну прибавку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. И далее вяжем 1 столбик без накида. Вяжем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание, вяжем одну прибавку, далее вяжем 1 столбик без накида, далее вяжем одну прибавку. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем одну прибавку, вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и вяжем одну прибавку. Вяжем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и один ряд провяжем без изменений 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5
6 и 7. Далее протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее сделаем обвязку вот этого вот края. Вот это вот там, где у нас начиналось вязание, это вот будет у нас вот примыкать к мордочке. Вот этот вот уголочек будет примыкать к мордочке. И вот этот вот край нам нужно обвязать белой пряжей. Итак, берем белую пряжу, берем крючок 3,5. И начнем обвязку. Получается вот с этого низу и вот так вот наверх. Сделаем здесь соединительную петлю. И далее вяжем столбики без накида. Итак, дошли до этого края. Вот в этом верхнем уголочке в одну петлю провяжем 2 столбика без накида. То есть делаем такую вот прибавочку и завернем уже по вот этому вот краю. Мы провяжем 1 столбик без накида и сделаем вот здесь соединительную петлю. Далее протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Вот так вот. И потом, когда будем пришивать вот этот треугольничек к голове, вот эти вот все хвостики, они спрячутся вовнутрь. Если желаете, можете и между собой завязать на узелочки, чтобы они не болтались и не мешались. Вот так. Все это спрячется. И будет вот так вот рядом с мордочкой. Второй треугольничек вяжем точно так же. И да, второй треугольничек вяжем точно так же, но так как он будет находиться у нас с этой стороны, это вот если так смотреть, получается левая сторона, это вот с правой стороны, если игрушка смотрит на нас, да, вот по нашим рукам, если определять, получается, это вот будет с правой стороны, а это значит треугольник будет с левой стороны. И обвязку края тогда уже делать, начинать соединительная петля, далее столбик без накида вот по этой стороне. И дальше уже идем столбики без накида по этому краю. И здесь уже мы в конце закончим соединительной петлей. Вот как здесь мы начинали, просто соединительная петля и сразу перешли обвязку края вот этого. Далее сюда мы зашли, сделали столбик без накида и соединительная петля. То есть нам нужно немножечко больше захватить, вот чтобы в верхней части, так вот наверху, чтобы белой пряжи было побольше, а здесь поменьше. Сейчас покажу это на игрушке, чтобы все это было понятно, наглядно. Вот видите, здесь совсем чуть-чуть белой пряжи, а вот здесь вот захват идет побольше. Далее будем вязать с вами ушки. Ушки у нас одно ушко состоит из 2 частей, темно-фиолетового цвета и основного цвета. Берем для начала пряжу темно-фиолетового цвета
и набираем 2 воздушные петли. 1 и 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика без накида. Далее провязываем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. Вяжем одну прибавку, вяжем 1 столбик без накида, вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание, далее вяжем одну прибавку, 1 столбик без накида, и 1 прибавка. Провязываем воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем одну прибавку, далее вяжем 3 столбика без накида, 1, 2, 3, плюс 1 прибавка. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и один ряд вяжем без изменения 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Так, первая часть ушка готова. Вяжем вторую часть ушка. Берем пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Далее вяжем 2 прибавки. Провязываем 2 столбика без накида в одну петлю и в следующую петлю провязываем тоже 2 столбика без накида. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и теперь уже сделаем 4 прибавки. 1 прибавка, в следующую петлю 2 прибавка, в следующую петлю 3 прибавка и следующую петлю 4 прибавка. Делаем петлю подъема воздушную и разворачиваем вязание. Далее вяжем 1 прибавку, 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и вяжем последнюю петлю прибавку. Воздушная петля, разворот вязания. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, воздушная петля и второй ряд точно так же. Провязали, делаем воздушную петлю, берем первую часть ушка, прикладываем и будем сейчас делать и обвязку, и как бы соединение двух частей. Для начала провязываем один край сиреневого и светло-фиолетового цвета и темно-фиолетового цвета. Вот эти вот части провязываем вместе 4 столбиками без накида. Три и 4. И теперь на уголочках, здесь вот на уголочках, в эти уголки мы провяжем по 2 столбика без накида. Как бы сделаем прибавочки. За счет этого кончики будут остренькими. Один столбик без накида и туда же второй столбик без накида. И теперь по этому же краю соединяем две части тоже 4 столбиками без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вот по этому краю нам нужно будет сделать соединение с 7 столбиками без накида. На темно-фиолетовой части у нас вот здесь вот 7 столбиков, 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А на светло-фиолетовой части у нас получается здесь 10 столбиков. Поэтому на светлой фиолетовой части нам нужно будет пропустить 3 петли. Сделаем это вот так. Первые провяжем вместе. Первые 2 петли. Вот так. Провязали вместе. Вторую петлю на сиреневой части пропускаем. Вот одну пропустили. Захватили вот эту вот третью и провязали со второй петлей на темно-фиолетовой части. Далее вяжем вместе все, ничего не пропускаем. Далее опять ничего не пропускаем. Теперь на светло-фиолетовой части пропускаем петлю и через петлю тут вот захватываем следующую и провязываем вместе. Далее вяжем вместе, ничего не пропускаем. Далее вот тут вот последнюю петелечку на сиреневой пропускаем и захватываем вот эту вот 7-ю петлю. Так, тут у нас ниточка мешается. Провязали вместе и вот здесь вот сделаем соединительную петлю.
Сделаем ее крючком меньшего размера, чтобы все выглядело аккуратненько. Делаем соединительную петлю. И протягиваем ниточку, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь ушка. Вот такое вот ушко у нас получилось. Второе ушко вяжем точно так же. И кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую заключительную часть видео мастер-класса по вязанию енотика по имени Филя. Всем спасибо большое, что вяжете вместе со мной. Всем пока-пока!